Доброе утро. Ты чё, спала, что ли, плохо? Блин, Ален, короче, мне приснился сон, как будто бы я оказалась в мире, в котором психологи учат людей, как правильно пукать, ставят диагнозы 70% населения. А еще людям, которые думают о суициде, предлагают пойти и умереть в качестве терапии. Надо, короче, отвлечься. Слава богу, есть YouTube. Ну, удачи. Сегодня я буду учить вас, как пукать незаметно. Для того, чтобы не было этого звука. Два очень важных момента. Попочкой прижались, вот так перданули чуть-чуть. Сейчас в России 70% населения находится в состоянии предпсихоза, то есть в состоянии параноидной позиции. И когда к психологу приходят вот такие клиенты, которые все никак не могут начать жить, тогда психологи могут работать довольно жестко. И они говорят, ну иди и умирай тогда. Выбрал умирать, иди. Ребята, прошу простить меня за простуженный голос, но у меня просто нет терпения дальше молчать. Я слышала много чудесных высказываний от медийных психологов, но это меня просто убило наповал. И моя горящая задница вместе с багажом в более чем 2000 часов обучения по предметам чисто из клинической психологии не дали мне промолчать. Предлагаю еще раз посмотреть полный отрывок, относящийся к этому высказыванию, чтобы не было потом претензий о выхваченной из контекста фразе. Хотя о чем это я? Они все равно будут. И когда к психологу приходят вот такие клиенты, которые все никак не могут начать жить, у которых, например, случилось травматичное событие, они потеряли близких, и уже 8 лет человек не живет. Да, он думает только о суициде, он, например, что-то употребляет, ну, как-то себя изводит, чтобы умереть, то тогда психологи могут работать довольно жестко. И они говорят, ну, иди и умирай тогда. Да, раз ты выбрал это, что ты мне мозг компостируешь? Да, ты, выбрал умирать, иди. That sounds like bullshit. Итак, после описания как примера кейса человека, переживающего тяжелую травму и демонстрирующего суицидальную идеацию, выкатывается утверждение, что психологи могут использовать методику, по которой они предложат этому человеку не компостировать им мозг, а просто пойти и сделать это. Мне, как без 5 минут дипломированному психологу, очевидна вся безответственность и абсурдность заявления, представляющего такую методику как нечто нормальное и практикующееся специалистами. Но вот многие люди, у которых просто нет специализированных знаний в этой области, могут этого не знать и, доверившись авторитету клинического психолога, реально поверить в допустимость подобных слов в общении с суицидентами. Милая девушка Мила Кэмпбелл, благодаря которой я и узнала об этом высказывании, помимо слов благодарности, получила и кучу вот таких вот сомневающихся. Видимо, эти люди предполагали, что в научных статьях будет какое-то опровержение доводов Милы. Ну что, ребята, вы хотели мнение специалистов и авторитетные источники? Тогда готовьтесь к Hardcore Science. Но прежде чем мы перейдем к хардкору, наверное, нужно пояснить одно обстоятельство. Я знаю, многие мне скажут: Алена, ну ведь Лина уже извинилась, ну что ты всему солишь, забудь уже. Ребята, возможно, вы не в курсе, но Лина извинилась не за это высказывание, а за шутку о суициде. Вот, собственно, само извинение. Я как-то совсем забыла, честно говоря, что меня смотрят не только люди, похожие на меня, но и люди очень сильно отличающиеся. Это люди суперчувствительные, со слабой нервной системой, где-то даже со слабой психикой. И вот эти люди почувствовали, что они преданы, что они отвергнуты мной, и они захотели расплаты. Они видели во мне принятие, где-то даже опору, а я тут со своими шутками про суицид. Поэтому я хочу извиниться перед теми, кого я задела своим сарказмом. Вот доказательство, что оно было не за высказывание «ну иди умирай тогда», а вот и сама шутка, если хотите посмеяться. Да, был суицид, это было 6 раз. 6 попыток у меня было. О, наконец, моя любимая часть. 6 попыток одна за одной, с каким интерватом? 2 недели. 6 попыток суицида и ни одной удачной. Суицид. Итак, шутки в сторону. Предположим, у нас есть начинающий психолог или психотерапевт, который услышал от своего более опытного коллеги о таком жестком методе в работе с суицидентами, назовем его условно «ну иди и умирай тогда». И он хочет узнать,
А можно ли начать его практиковать? Первое, что он, скорее всего, сделает, это обратиться к деонтологическому кодексу психолога своей страны. В большинстве стран, включая и Россию, и Испанию, где я сейчас обучаюсь, эти кодексы базируются на основе 4 универсальных принципов науки биоэтики. Это принципы «делай во благо», принцип «не навреди», принцип автономии личности и принцип справедливости. В связи со смысловой нагрузкой фразы «ну иди и умирай тогда», скорее всего, его внимание привлечет принцип «не навреди». И этот принцип отражен в Российском этическом кодексе психолога вот в этом подпункте. Далее, чтобы понять, а не являются ли слова «ну иди и умирай тогда» опасными для здоровья человека, который хочет умереть, наш начинающий специалист захочет проанализировать психологическое состояние, типичное для таких клиентов. Обратившись к современным теориям о суицидальной идеации, он обнаружит, что для таких людей характерно испытывать комбинацию сильной психологической боли и глубокого ощущения безнадежности. Им свойственна переполненность негативными мыслями. Это может быть и ощущение собственной бесполезности и ненужности, или же ощущение отчаяния, которое не проходит, или невозможность увидеть смысл дальнейшего существования. Как правило, люди, находящиеся в таком состоянии, не способны видеть за пределами своей воли. Они как будто находятся в другой, темной реальности, которая приносит им лишь мучения, страдания и тоску. Проанализировав эту информацию, наш начинающий психолог совершенно справедливо сделает вывод о несовместимости методики «ну иди и умирай тогда» с принципом биоэтики «не навреди». Ведь даже если такая жесткая техника и поможет какому-то проценту людей, то будет и другая часть людей, которую она вгонит под землю. Ведь при сочетании экстремально негативного эмоционального фона и суицидальных идей, подобная провокативная фраза может сработать тем самым последним камешком, которого не хватало, чтобы решиться на этот шаг. Помните, что восприятие людей, кто находится в таком состоянии, очень сильно отличается от восприятия тех, кто чувствует себя нормально. Однако какой-нибудь зритель совершенно в духе Лины Диановой может возразить: ничего вы не понимаете, но это просто метод, который работает, когда человек манипулирует своими словами. Нужно просто убедиться, что клиент умирать вовсе не собирается. Такие слова свидетельствуют о том, что человек, скорее всего, даже на поверхностном уровне не знаком с суицидологией. Иначе бы он знал, что согласно научным данным не существует каких-то надежных факторов и индикаторов, которые позволили бы с уверенностью предсказать в клинической практике, готов ли человек реально совершить суицид или нет. Именно поэтому любое суицидальное поведение, которое включает в себя и суицидальные мысли, должно рассматриваться терапевтом на полном серьезе, даже если оно окажется манипулятивным актом. В этом деле всегда лучше ошибиться в плюс, чем в минус. Что же касается разделения суицидального поведения на демонстративное и реальное, то такая классификация не принята в современной международной литературе по суицидологии. Подобное деление я нашла лишь в работах российских, украинских и других ученых постсоветского пространства. Но даже они признают, что и демонстративное поведение может закончиться печально. Это может произойти либо под влиянием импульсивного поступка, либо же из-за трансформации демонстративного желания в реальное желание совершить попытку, либо же просто из-за ошибки в расчетах этой попытки. И еще один момент по поводу так называемой шутки Лины Диановой. Возможно, она бы не иронизировала над 6 неудавшимися попытками, если бы знала о том, что примерно половине самоубийств предшествуют неудавшиеся попытки. И что люди, имеющие в своем багаже историю таких попыток, с в 23 раза большей вероятностью в итоге закончат свою жизнь, чем те, у кого таких попыток не было. В связи с вышесказанным вас вряд ли удивит, что ни в одном международном гайде или в обзорной работе по доказательным методам терапии и профилактики суицидов вы не найдете ничего, даже отдаленно напоминающего методику «ну иди и умирай тогда». Ну а для тех, кто вдруг не понял моих поинтов, я подготовила краткую иллюстрацию, как нельзя проводить сессию с людьми с суицидальной идеацией. Это ненормально. I'm thinking about killing myself. Это демонстративный суицид. No, it's not like that. Это попытка обратить на себя внимание. No. Ну иди и умирай тогда. Что ты мне мозг компостируешь? Ну, выбрал умирать, иди. Never mind. I can't fight my fear. He's in the lovely, all alone, home made of glass, my mind of
ярые защитники метода «ну иди и умирай тогда», могут сказать: Да ты ничего не понимаешь, вот что ты зациклилась на своих доказательных методах? Есть еще альтернативные методы, регрессивная психология регрессивная и провокативная терапия. Реверсивная психология. Наверное, неплохой метод был бы, если бы в официальных гайдах кризисных центров, а также ассоциаций по борьбе с депрессией и суицидом не указывалось бы для особо недалеких явным образом: ни в коем случае не прибегайте к реверсивной психологии. Реверсивная психология реально херня. У меня есть что получше. Почитайте про провокативную терапию. Это шикарное предложение. Давайте почитаем про провокативную терапию. Я вам даже больше предложу. А давайте свяжемся с ее создателем, Фрэнком Форелли. Может быть, ему плевать не только на доказательные методы в психотерапии, но также на профессиональную этику психолога и на риски, связанные с работой с людьми с суицидальной идеацией. Shit, he's dead. Слава богу, его главный последователь Ник Кемп до сих пор жив. Давайте спросим его, что он думает по поводу использования приписываемого его направлению метода «ну иди и умирай тогда». Мы получили ответ от самого Ника. Neither I or Frank would say, well then go and kill yourself. That would be stupid in the extreme and unethical. Что в переводе на простой русский означает: только реальный долбодятел, а не терапевт, может использовать такие фразы в терапии людей с суицидальными мыслями. Ну и раз уж вы досмотрели практически до конца, мои дорогие зрители, давайте закончим на чем-то позитивном. Truth, red wine.